Всем привет! Меня зовут Таня. Рада приветствовать вас на канале Шьем с Таней. Сегодня я подготовила для вас швейные советы и хитрости, которые всегда с удовольствием использую в своей работе. Ну что ж, приступаем! Как равномерно пришить резинку к ткани, если она намного меньше? Берем резиночку, отмечаем серединку одну. После к серединке складываем вот так концы резинки, отмечаем здесь. Или же берем линейку, замеряем, сколько она сантиметров, 30 сантиметров. И делаем метки на 15, 7,5 и здесь, соответственно, 22,5 сантиметра. Ставим меточки. Точно так же нужно нам разметить и кусок ткани. Также поставить 3 метки. Теперь берем булавочки и соединяем эти метки. Вот таким образом. Каждую меточку нам нужно соединить с меткой на резинке. Естественно, если у вас больше длина резинки и больше сама длина самой ткани, то, конечно, меточек нужно будет больше. Ну, примерно ориентируйтесь на такое количество. Их может понадобиться 5, 6, 7. Это уж если очень большой кусок ткани. Все, теперь идем за швейную машинку и стачиваем. Теперь совмещаем начало резиночки с началом, с краем, точнее, ткани и под лапку. Фиксируем. И делаем закрепочку небольшую. И далее вот так растягиваем резинку, чтобы не совпадала метка с меткой. И начинаем стачивать строчечкой зигзаг или прерывистый зигзаг. Резинка у нас пришита, вот изнанка, все метки совпали, и вот как выглядит лицевая сторона. Все равномерно, как можете заметить, и все ровненько. Мы переходим к следующему. Часто для окантовки готовых изделий используют косую бейку. Как сделать косую бейку самостоятельно, много и быстрым способом, я показывала в одном из предыдущих роликов, ссылку оставлю в описании. А сегодня хочу показать, как можно притачать косую бейку к готовому изделию просто одним швом, чтобы не мучиться, не наметывать специально, не использовать булавочки, просто одним швом. Для этого берем косую бейку, и где вот здесь она у нас завернута к серединке, нам нужно заутюжить таким образом, чтобы одна не доходила до края примерно где-то 2 миллиметра. Короче, поближе. Вот так вот заутюживаем. Готово. Вот что у меня получилось. И теперь берем, допустим, импровизированное готовое изделие, которое нам нужно окантовать. Так немножко разворачиваем косую бейку, где меньше вот она часть сверху располагаемая, а где шире снизу. И вот так вставляем сюда наше готовое изделие. Сверху накрываем меньшей частью и прокладываем строчку здесь на расстоянии примерно 1-2 миллиметра от края. Все, косая бейка пришита. Вот как выглядит изнанка, аккуратненько. И вот как выглядит лицевая сторона. То же самое можно сделать и с покупной косой бейкой. Теперь вот давайте представим ситуацию. Мы шьем, все уже закончили тут шить, строчку, поставили закрепку. Все, поднимаем лапку, собираемся все это уже убирать. И вспоминаем, что мы забыли ножницы, или где-то потеряли, или в другой комнате. И нам нужно как-то отрезать эту нитку. Вот эта ниточка. Что же нам делать? Можно обойтись и без ножниц. Знали ли вы?
Смотрите, за машинкой, сейчас покажу вам поближе. Не, если быть точнее, не за машинкой, а сзади вот этой вот ножки имеется, где она здесь? Вот такая вот выемка. Она здесь не просто так. Вот с помощью нее можно с легкостью срезать эту нитку. Сейчас покажу, как это делается. Берем ниточки. Вот они. И вот так вот их на эту штучку, на эту выемку. И тянем вниз. Все, нитка срезана. Сейчас я вам покажу, как делается невидимый шов. Допустим, нам нужно поставить латку. Можно там на джинсах, если это порвалось. Можно брать обычные штаны, куда требуется латочка. Также понадобится нитка с иголкой. Нитку лучше брать очень плотную, такую капроновую. И сама латка. Но я беру все-таки контрастные цвета, то есть нитку красную, это бежевая, чтобы вам было понятней. Вы, естественно, как будете шить, берите, чтобы было все в цвет. Берем, значит, снизу латочку, сверху лицевая часть. И вот наша нитка с иголкой. Завязали узелок и снизу делаем такой прокол сюда, на лицевую сторону. Далее рядышком так небольшую делаем сюда дырочку, прокол, и выводим нитку сюда. Делаем накид на иголку и протягиваем ниточку. Получается такая вот петелька. Дальше опять в эту же петельку опять делаем такой небольшой прокол и выводим опять сюда же ниточку. Делаем опять накид. Такой. Получается опять петля. Дальше опять прокалываем ткань, прошиваем. Опять выводим сюда. Опять накид. Вот что получается. И делаем это до конца. Так, вот сколько я прошила. К сожалению, взяла короткую нитку. Мне полностью не хватает. Ну, не суть. Я покажу вот на этом отрезке. Теперь смотрите. Берем иголочку. И вот сюда не насквозь, а просто так подеваем петельку. Вытягиваем. И дальше так поднимаем каждую петлю. Смотрите. Каждую поднимаем петелечку. И получается вот такие вот воздушные петли образуются. Таким образом поддеваем, поднимаем вот все петелечки. Все свободненько получается и ровно. И теперь просто вот так затягиваем ниточку, вытягиваем ее. Вот так тянем, тянем. Смотрите, какая красота получается. Шов практически не виден. Вообще, вот он, невидимо. Если вы еще возьмете ниточки в тон, я повторюсь, специально делала красные, просто чтобы вам было виднее, то вообще не будет видно шва. И таким образом можно с легкостью заштопать любую дырку. Вот какая красота. А с изнанки получается вот здесь шов виден. А здесь нет. Пользуйтесь с удовольствием. Сейчас хочу вам продемонстрировать еще одну швейную такую полезную хитрость. Ну, возможно, что вы уже это знали ранее, встречали в интернете, потому что это очень распространенный такой совет. Как сделать так, чтобы припуски на швы были абсолютно одинаковыми. Если мы, допустим, вот кроим до изделия, вот в данном случае рукав, ну, от руки там вводим, может быть, где-то меньше припуск будет 0,5, где-то 0,7. То есть как сделать, чтобы они были везде абсолютно одинаковыми? Для этого берем два простых карандаша, какую-нибудь резиночку, или можно обмотать скотчем их, чтобы сделать такой карандаш 2 в 1. Вот и все. Сейчас можно измерить здесь сколько расстояние между ними. Я замерила 0,7 сантиметров, как раз вот на припуск мне хватит. Если вам нужен припуск большего размера, можно между ними, между карандашиками вставить, допустим, зубочистку. Она не займет много места, но расширит припуск на шов, добавив примерно где-то 2-3 миллиметра. Опять измеряем, если устраивает, то обводим. А работаем следующим образом. Вот мы приложили, допустим, ну это я просто в качестве примера вам показываю. Один карандашик по линии выкройки, а второй вот как припуск. Вот так вот держим и обводим. Так, не очень видно, потому что ткань темненькая. Но сейчас я вам покажу поближе.
Вот так вот. И обводим полностью выкройку. И смотрите, вот таким образом. Вот у нас сразу получается здесь линия выкройки. И вот припуск. И здесь мы, естественно, отрезаем, вот здесь выкраиваем по припуску. И все. И не нужно переживать, что припуски будут какие-то кривые и неровные. Вот если вы не знали такого совета, то, пожалуйста, пользуйтесь. А сейчас я вам покажу, как можно хранить нитки, если у вас их очень много, и они разных цветов. Я соорудила вот такую конструкцию. Это обычный лист вроде бы ДСП или что-то типа того. Ну, короче, или ламинат. Я особо не разбираюсь, короче, то, что у нас осталось после ремонта. Вот такой вот кусочек дощечки. Сейчас покажу вам его немножко издалека. Также мне понадобились гвозди. Вот. И я прибила гвозди. Здесь шляпки с обратной стороны. И сюда вот под углом. Вот можно заметить. Под углом. И сверху сделала такие петелечки. То есть 2 дырки. Точнее, и такую как петлю, наоборот, одну подвязочку, петлю. Для того, чтобы можно было хранить нитки сверху, то есть в вертикальном положении. И вот так вот они у меня хранятся на моем рабочем шкафчике, можно сказать, на таких стеллажах, где также имеются нитки, другие резинки и ткань. И вот в таком вот виде. Это очень удобно. Берешь ткань, сразу берешь ниточку, подбираешь. Все, и нитки нигде не валяются, ни в каких коробках, нигде, сразу все на виду. А сейчас покажу, как очень просто и быстро сделать аккуратный, ровный накладной карман. Для этого нам понадобится картон. У меня вот такой вот обычный из детского альбома картон, вот, обложка. Вот так нарисовала и выкроила ровненький квадратик вот такой формы. Теперь берем отрез ткани, который будем использовать для пошива квадрата. И нужно нам вот так вот подогнуть край квадратика. И здесь проложить строчку, то есть обработаем верх квадрата. Все, верх обработан. И немножко здесь срезаю лишние ткани снизу. В итоге у нас должна быть получиться такая вот фигурка, которая примерно на 1,5 см шире, чем из картона. Вот так. И все, и теперь нам понадобится либо утюг, либо парогенератор. Утюжим следующим образом. Вот так прикладываем карманчик этот картонный. Здесь так подворачиваем ровно вот по картону здесь. Утюжим хорошенько. Далее сюда, эту сторону. Также плотненько, чтобы все было. Хорошенько утюжим. И далее вот так вот уголочки заворачиваем. Здесь отутюжили. И здесь отутюжили. И получится аккуратный, красивый кармашек. Сейчас покажу. Все, кармашек полностью готов. Убираем теперь отсюда. Вытягиваем картонку. Вот как он выглядит с изнаночной стороны. И вот его лицевая сторона. Посмотрите, красивый, аккуратный и симметричный. Также сверху его дополнительно утюжим. А можно еще сделать следующее, перед тем, как пришивать его. Здесь снизу промазать клеем. Именно в этих, в тубусах, как он называется, сейчас я вам покажу. Типа такого, клеящий карандаш, клей-карандаш, короче говоря. Им промазываем, хорошенечко еще так трамбуем, чтобы ничего не разлезлось. После накладываем этот накладной наш кармашек, то место, куда его нужно пришить, прокладываем строчку одну по краю, на расстоянии примерно 2-3 мм от края, и еще одну вот здесь вот по линии вот этой вот загнутости, скажем так, где-то еще на расстоянии примерно сантиметр. Так просто и быстро получился такой карман. Также можно таким же образом сделать карман любой формы. Пробуйте, практикуйте, я уверена, что такой способ вам очень понравится. Легкий и быстрый. В работе часто приходится подгибать края изделия, ткань, и для того, чтобы сделать максимально ровненькую, вот такую, без волн и равномерную, можно использовать обычный такой трафарет, сделанный своими руками. Берем просто обычную картонку. Картон можно взять более плотный, можно более тоненький. У меня вообще очень тонкий картон. Сверху откладываем 0,5 см.
И чертим линию обычным простым карандашом. Далее от этой линии спускаемся вниз еще на сантиметр. И также чертим линию. То есть, в общем, отсюда до отсюда у нас 1,5 сантиметра. Теперь берем изделие, край которого нам нужно подогнуть. Вот так распределяем ткань. Смотрим, чтобы до этой первой полосочки она доходила ровно по линии. И хорошенько утюжим. Теперь спускаемся ниже и вот так измеряем. Так, здесь видно, что ткань заходит за линию, то есть нам нужно немножечко опустить картон. Так, выравниваем, чтобы все было ровненько. Вот как сейчас идеально. И утюжим еще раз. Все, я отутюжила. Убираем картон. Можно проутюжить еще раз. И у нас получилась идеальная подгибка низа края изделия. Без волн, как это бывает. Она равномерная, ровно 1,5 сантиметра. То есть, а здесь длину, ширину полосочек можете регулировать на ваше усмотрение. Если для изделия, которое вы шьете, вам срочно понадобилась тоненькая резинка, а у вас ее нет, есть только вот такая широкая, такая или чуть поменьше шириной или поболее, то из нее можно с легкостью сделать много тонких резиночек. Сейчас покажу, как это сделать. Но в этом случае нужно быть предельно аккуратным, чтобы не разрезать лишнее, не срезать. Смотрите, здесь вот есть плетение резиночки. Нам нужно вот между ними, надеюсь, вам видно все, вот так разрезать. Лучше всего в этих целях брать маленькие ножнички и вот так разрезать, чтобы не срезать вот это вот плетение, иначе резиночка распустится. Вот так прорезаем аккуратненько посерединке. И вот у нас получилась одна тонкая резинка. И она не распускается, ничего с ней не происходит, она не рвется, лишние какие-то волоски с нее не вылазят, резиночки. Она так же, как и обычная бельевая резинка. То есть можно ее сделать пошире, можно сделать еще тоньше. То есть можно сделать еще тоньше резиночку, прям тоненькую-тоненькую. Сейчас я это попытаюсь сделать вместе с вами. Здесь прорезаем, разрезаем и доходим до самого здесь края. Вот так. И получилась вот такая вот тонюсенькая бельевая резиночка, которую часто используют при пошиве трусиков. Вот она, вот такая. Вот такой вам полезный совет. Надеюсь, вам понравится. Ну что ж, мои дорогие, вот таким получилось это видео. Надеюсь, оно вам понравилось. И эти швейные трюки и хитрости значительно облегчат вашу швейную жизнь. Ну все, до скорых встреч, пока-пока. И не забудьте, пожалуйста, поддержать меня, поставив пальчик вверх. Пока!